Их осталось всего 8. Но остались самые крутые драконы. И они продолжают борьбу за титул «Самый сильный дракон». Смотри битвы на канале Монстровед и голосуй за сильнейших драконов. В прошлом бою встречались Снежный Призрак и Тройной Удар. Я думал, что будет трудная битва, но борьбы не получилось. Тройной Удар очень легко победил Снежного Призрака, и теперь он встретится с Ночной Фурией в полуфинале турнира. Сегодня и послезавтра проведу еще 2 битвы, и мы узнаем вторую пару полуфиналистов. Приступаем к первой битве. Согласись, сегодня интересный бой. Водный дракон против камнееда. И не какие-то там Громмель и Морской Шокер, а самый крутой камнеед – Вопль Смерти против гиганта Судноглота. И сегодня мы узнаем, кто из них пройдет в полуфинал, а кто отправится домой. Представляю драконов, кто будет сегодня биться. Вопль Смерти – единственный представитель класса камнеедов, который прошел во второй этап. Ему одному предстоит защищать честь своего класса. В турнире провел 5 боев и все 5 выиграл. Были повержены такие драконы, как Скрил, Разнокрыл, Шапот Смерти, Эраптодон и Песня Смерти. Судноглот – представитель водного класса. В турнире провел также 5 боев, но выиграл не во всех. Одну битву он проиграл Ночной Фурии. А в 1/8 финала он одолел своего злейшего врага. И, кстати, тоже водного, могучего дракона Огнеброн. Начинаем битву. Так как драконы из разных стихий, то и битва будет на их границе, между воздухом и водой. Оба дракона очень сильны, и у каждого есть свои преимущества. Но сработают ли они в этой битве? Например, у Вопля очень крутое оружие – огненные шары. Может быть, именно благодаря своему залпу он выиграл все свои битвы. Но в бою с Судноглотом залп может быть уже не таким эффективным. Посуди сам. Если подводный крушитель скроется под водой, то залп Вопля его не достанет. Они просто потухнут при соприкосновении с водой. То есть, если Судноглот не высовывается из воды, то он вполне может чувствовать себя в безопасности. Теперь про преимущество Судноглота. Он выиграл 3 битвы с воздушными драконами. Как? Наверняка воспользовался или своей засасывающей силой, или своим залпом, обломками кораблей, которые пробили броню драконов. Но сегодня соперник Крушителя – дракон с очень бронированной кожей. Осколки металла и дерева, скорее всего, не пробьют кожу Вопля, а просто отлетят от него. Засосать такого большого дракона тоже не получится. Дыхалки не хватит. Да, Судноглот заглатывает целые корабли, но они на воде плавают и засасываются с помощью воронки. А Вопль Смерти в воздухе летает, да еще и сопротивляться будет. Поэтому это не пройдет. К чему я это все говорю? Да к тому, что главные преимущества драконов могут не сработать в этой битве. Что еще могут драконы? У Вопля Смерти есть шипы, но опять же, если Крушитель под водой, то они ему не навредят. Или не долетят, или, если долетят, то их скорость будет уже настолько маленькой, что урона они не смогут нанести. Дезориентирующий рев? Через воду он тоже не пройдет. Судноглот еще хорош в ближнем бою в воде, но Вопль к нему никогда не полезет. Но это мы с вами знаем. Драконы-то ведь не знают. Они не знают ни броню соперника, ни количество и силу залпов. Они могут это узнать только во время битвы. А чтобы начать битву, надо начать атаковать соперника.
И вот вопль смерти начинает стрелять в плавающего под водой крушителя, и его снаряды не долетают. Вопль это не понимает и подлетает поближе, чтобы уж наверняка попасть в дракона и заодно разобраться, в чем дело, почему снаряды неэффективны. И тут в битву вступает крушитель. Он выпрыгивает из воды и выпускает в камнееда шквал обломков кораблей. Все, это победа. Так думает судноглот. Как же он удивляется, когда видит, что все, что летело в вопле, отскакивает от его брони и падает в воду. И вот тут-то вопль смерти может атаковать крушителя своими зарядами. Пока крушитель в воздухе, пока еще не вернулся в свою стихию. 1-2 снаряда могут успеть попасть в судноглота, но потом он снова скрывается под водой и становится недосягаемым до вопля. Сейчас уже драконы начнут думать, как же победить своего соперника. Думай ты, как драконы смогут победить друг друга. Но перед голосованием скажу еще про один вариант. Судноглот ест корабли, а вопль смерти ест острова. Так может они попытаются съесть друг друга? Может крушитель будет выпрыгивать из воды, чтобы схватить вопля за хвост и утащить под воду? И там уже его проглотить. Только бы вопль не разбушевался в желудке у судноглота, а то ведь разорвет его на мелкие кусочки. Или вопль может нырнуть в воду и пустить в ход свои челюсти, ну то есть просто съесть крушителя. Да, в мультфильме ни разу не показывали, что он может находиться в воде, но он съедает острова целиком, значит должен быть приспособлен и к воде. И к тому же был эпизод, когда он выныривает из воды. Кто сегодня победит? Кто пройдет в полуфинал? Нажимай на вот такой значок, который есть в правом верхнем углу, и голосуй за сильнейшего дракона. А в следующей битве мы увидим сражение Смутьяна против королевы огнеедов. Ну, я специально ее так возвышенно произнес, чтобы у нее шансов побольше было. Знаю, это будет нечестный бой, поэтому королеве будут помогать 100 огневичков. И традиционно, подписывайся, пиши, делись и ставь. На сегодня это все. Увидимся в следующем бою.